Иран и США ближе к заключению мирного меморандума, как никогда. Об этом говорит и Вашингтон, и Тегеран. Стрельба в прямом эфире. Возле Белого дома прозвучали выстрелы, которые попали в эфир телеканалов. Инцидент расследует секретная служба и ФБР. Очередной массированный удар по Киеву и другим регионам Украины. Есть предположение о применении орешника. В Сербии снова на протесты вышли студенты. Были столкновения с полицией. В Каннах завершился 79-й кинофестиваль. Гран-при получил российский режиссер Андрей Звягинцев. Со сцены он обратился к Путину. Париж накрыла жара. Люди спасаются кто как может. У фонтанов и в каналах. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, 23 мая, что меморандум о взаимопонимании по мирному соглашению с Ираном в значительной степени согласован и предусматривает открытие Ормузского пролива. По его словам, детали сделки будут объявлены в ближайшее время. Я нахожусь в овальном кабинете Белого дома, где у нас только что состоялся очень хороший разговор с президентом Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом Аль-Саудом, президентом ОАЭ Мохаммедом бин Заидом Аль-Нахаяном, эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль-Тани, премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Джасимом бин Джабером Аль-Тани и министром Али Аль-Тавади, фельдмаршалом Пакистана Саедом Асимом Муниром Ахмедом Шахом, президентом Турции Реджепом Таyyипом Эрдоганом, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, королем Иордании Абдаллой II и королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль-Халифой по поводу Исламской Республики Иран и всех вопросов, связанных с меморандумом о взаимопонимании, касающимся мира. Соглашение в значительной степени согласовано и ожидает окончательного утверждения между Соединенными Штатами Америки, Исламской Республикой Иран и другими перечисленными странами. Отдельно я поговорил с премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху. Разговор также прошел очень хорошо. Сейчас обсуждаются финальные аспекты и детали сделки, о которых будет объявлено в ближайшее время. Помимо многих других элементов соглашения, Ормузский пролив будет открыт. Спасибо за внимание к этому вопросу. Иран согласился на проект соглашения о прекращении боевых действий и открытии Ормузского пролива. Об этом сообщает The New York Times. По данным издания, документ предусматривает прекращение боевых действий по всему региону, в том числе в Ливане, восстановление свободного коммерческого судоходства через Ормузский пролив, снятие американской военно-морской блокады и разморозку 25 миллиардов долларов иранских активов. При этом вопрос иранской ядерной программы стороны пока решили вынести за рамки соглашения. Как пишет The New York Times, отдельные переговоры по ядерному досье должны пройти в течение ближайших от 30 до 60 дней. США и Иран могут оказаться либо на пороге новой сделки, либо на грани возобновления войны. Об этом пишет Axios со ссылкой на заявление Дональда Трампа. По словам президента США, вероятность заключения соглашения с Тегераном сейчас 50/50. Трамп заявил, что либо стороны подпишут хорошую сделку, либо Соединенные Штаты ударят по Ирану сильнее, чем когда-либо раньше. Как пишет Axios, в субботу Трамп должен провести встречу со своими переговорщиками Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и вице-президентом Джей Ди Венсом. Они обсудят новое предложение Ирана. Окончательное решение – продолжать переговоры или возвращаться к силовому сценарию – Трамп может принять уже в воскресенье. Сенатор Линдси Грэм, которого цитирует Axios, заявил: часть союзников США на Ближнем Востоке убеждают Трампа атаковать Иран, чтобы ослабить режим и добиться более выгодных условий. Другие же предупреждают, в случае удара Тегеран способен дестабилизировать Ормузский пролив и нанести серьезный удар по нефтяной инфраструктуре стран залива. Тем временем в Иране заявили, что переговоры с США находятся на финальной стадии. Однако, подчеркивает Axios, главные противоречия пока сохраняются. Вашингтон требует, чтобы Иран отказался от возможности создать ядерное оружие и передал запасы обогащенного урана. Тегеран на такие условия до сих пор не соглашался. Представитель МИД Ирана Исмаиль Багай заявил, что за последнюю неделю процесс переговоров между Тегераном и Вашингтоном при посредничестве Пакистана продвинулся в сторону сокращения числа разногласий. При этом Багай добавил, что все еще остаются вопросы, требующие обсуждения. Могу сказать, что за последнюю неделю процесс продвинулся в сторону сокращения числа разногласий. Однако остаются вопросы, которые необходимо обсуждать через посредников. Нужно подождать и посмотреть, к чему все придет в ближайшие 3-4 дня. Нужно помнить, что история враждебности США по отношению к иранскому народу насчитывает несколько десятилетий. И в вопросе ядерной программы мы также не можем игнорировать историю нарушений обязательств со стороны Америки. Можно сказать, что мы одновременно очень далеки и очень близки к соглашению.
С одной стороны, мы видим противоречивые заявления со стороны США. Они уже несколько раз меняли свою позицию, а американские чиновники выступали с взаимоисключающими заявлениями. Поэтому мы не можем быть уверены, что этот подход снова не изменится. Но с другой стороны, после нескольких недель переговоров, можно сказать, что процесс движется к сближению позиций. Сближение позиций не означает, что Иран и США обязательно достигнут взаимопонимания по столь важным вопросам. Речь идет о том, что на основе определенного набора параметров можно выйти на компромиссное решение. Наш план заключался в том, чтобы сначала подготовить меморандум о взаимопонимании или соглашение в формате рамочной договоренности, состоящей из 14 пунктов. Этот меморандум должен включать ключевые вопросы, необходимые для прекращения навязанной войны, а также темы, имеющие для нас принципиальное значение, чтобы затем, в течение разумного срока, от 30 до 60 дней, можно было обсудить детали и в итоге выйти на окончательное соглашение. Сейчас мы находимся на этапе завершения этого меморандума о взаимопонимании. Ормузский пролив не имеет никакого отношения к Соединенным Штатам. Механизм управления Ормузским проливом должен определяться между нами и Оманом как прибрежными государствами. Разумеется, мы также поддерживаем контакт с профильными международными организациями. Мы провели несколько встреч с оманской стороной и, безусловно, будем говорить и с другими странами, потому что понимаем важность этого водного пути для всего международного сообщества. Мы решили, что на данном этапе приоритет и основное внимание должны быть сосредоточены на вопросе, который срочен для всех нас – прекращении войны на всех фронтах. И я подчеркиваю, включая Ливан. В центре Вашингтона, возле Белого дома, снова произошел инцидент со стрельбой. Секретная служба США сообщила, что получила сообщение о выстрелах в районе пересечения 17-й улицы и Пенсильвания-авеню, всего в нескольких кварталах от президентской резиденции. После тревожных сообщений район вокруг Белого дома усилили сотрудники секретной службы и бойцы Национальной гвардии. На месте также работает ФБР. Директор бюро Каш Паттель заявил, что агенты оказывают поддержку секретной службе в проверке обстоятельств инцидента. Официальной информации о пострадавших или задержанных пока нет. Американские власти продолжают устанавливать, действительно ли имела место стрельба и кто может быть причастен к происшествию. Он уже не раз заявлял, что соглашение близко, однако стороны по-прежнему остаются далеки друг от друга. Со времен Дня памяти в 2022 году. Президент Трамп обещает, что цены снизятся, однако его позиции среди республиканцев на капитолийском холме начинают слабеть. В ночь на 24 мая Россия провела очередную массированную атаку по Украине. Основной удар пришелся по Киеву и области. По данным местных властей, по столице были выпущены баллистические ракеты и десятки ударных дронов. В Соломенском районе дрон попал в 24-этажный жилой дом. Пожар возник на уровне верхних этажей. Также сообщается о повреждении строительного крана. В мониторинговых каналах появилась информация о возможном ударе ракетой «Орешник» в районе Белой Церкви, однако официального подтверждения этому пока нет. Посольство США в Киеве предупреждало о возможном массированном воздушном ударе по Украине в ближайшие 24 часа. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведка получила от США и Европы данные о вероятной подготовке удара ракетой «Орешник». По его словам, Россия также может готовить комбинированную атаку с применением других средств поражения. Украинцев призывают не игнорировать сигналы тревоги и пользоваться укрытиями. Наши разведывательные службы сообщили о получении данных, в том числе от американских и европейских партнеров, о подготовке России удара ракетой «Орешник». Мы проверяем эту информацию. Мы видим признаки подготовки комбинированного удара по территории Украины, включая Киев, с применением различных видов вооружений. Указанные ракеты средней дальности могут быть использованы в такой атаке. Важно ответственно реагировать на сигналы воздушной тревоги, начиная с сегодняшнего вечера. Российское безумие действительно не знает границ, поэтому, пожалуйста, берегите свои жизни, пользуйтесь укрытиями. Во-вторых, мы обращаем внимание наших партнеров в США и Европе на то, что использование такого оружия и продолжение этой войны создает глобальный прецедент для других потенциальных агрессоров. Если России позволят уничтожать жизни в таких масштабах, то никакие соглашения не смогут сдержать другие подобные режимы, основанные на ненависти от агрессии и ударов. Мы рассчитываем на реакцию мира, и не постфактум, а превентивную. На Москву необходимо оказывать давление, чтобы она не расширяла войну. В-третьих, мы максимально усиливаем нашу противовоздушную оборону и будем справедливо отвечать на каждый российский удар.
Мы дали разрешение на парад, но Россия не получала разрешения на безумие. Эту войну нужно заканчивать. Нам нужен мир, а не ракеты, удовлетворяющие больные амбиции одного человека. Благодарю всех, кто помогает защищать жизни. Еще раз, берегите себя и пользуйтесь укрытиями этой ночью. Тем временем Владимир Зеленский заявил, что Украина нанесла дальнобойный удар по химическому заводу «Метафракс-Химикал» в Пермском крае, почти в 1700 километрах от границы. По словам Зеленского, предприятие производит взрывчатку и компоненты для авиации и дронов. Сегодня мы осуществили успешную дальнобойную санкцию по России на расстоянии 1700 километров от государственной границы Украины и с точным попаданием в Пермский край. Российское военное предприятие, которое снабжает другие объекты оборонной промышленности и производит взрывчатку, компоненты для авиации и дронов. Очень важно, что украинские санкции успешно достигают таких целей и являются эффективными на таком расстоянии. Также благодарю вооруженные силы Украины. Они продолжают эффективно наносить ответные удары по объектам российской нефтяной отрасли. За последние сутки Новороссийск, нефтяной терминал и нефтеперевалочный комплекс. И правильно, что Россия теряет доходы от экспорта нефти. Именно благодаря нефти и газу Россия стала настолько самоуверенной, что позволяет себе вести войну в современном мире и продолжать угрожать всем остальным. Одновременно Украина опубликовала кадры атаки морских дронов возле базы в Новороссийске. Командующий силами беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что целью были российский военный фрегат и ракетный катер. Reuters подтвердила место съемки, но не смогло независимо установить тип кораблей. По данным издания Politico Europe, в НАТО и европейских столицах растет тревога из-за непредсказуемых решений администрации Дональда Трампа по американскому военному присутствию в Европе. После заявления о сокращении контингента и отмене переброски войск в Польшу, Белый дом неожиданно объявил уже о дополнительной отправке 5000 американских военных. Особенно остро на ситуацию реагирует Польша, один из ключевых союзников США и главный логистический центр помощи Украине. В Варшаве пытаются успокоить общество и уверяют, речь идет не о выводе американских сил, а лишь о временной задержке ротации. На фоне этой неопределенности в Европе все чаще говорят о необходимости усиливать собственную оборону и меньше зависеть от Вашингтона. Тем временем министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Стокгольм поддерживает вступление Украины в НАТО. В интервью Politico Europe он подчеркнул, украинская армия уже сейчас играет важную роль в безопасности Европы, а поддержка Киева должна только усиливаться. В Белграде после масштабного антиправительственного митинга вспыхнули столкновения протестующих с полицией. Для разгона демонстрантов силовики применили слезоточивый газ, а участники беспорядков бросали в полицию различные предметы и подожгли мусорный контейнер. Ранее тысячи людей вышли в центр сербской столицы с требованием досрочных выборов и политических реформ. Акцию организовало студенческое движение, которое уже несколько месяцев проводит протесты против власти президента Сербии Александра Вучича. Поводом для массового недовольства стала трагедия в городе Нови Сад, где при обрушении навеса на железнодорожном вокзале погибли 16 человек. Протестующие обвиняют власти в коррупции и требуют честного расследования и справедливых выборов. Выборы — это необходимый шаг, так сказать. Но я не знаю, что будет дальше. Буквально все зависит от того, насколько сильно они будут лгать, насколько будут жульничать и плести интриги. Выборы должны состояться, и мы можем добиваться этого и таким способом. Прежде всего, нужно добиться честных и справедливых выборов, чтобы не было воровства и махинаций. Я не говорю, что этим занимается только нынешняя власть, ворует уже 100 лет, и я больше не могу мириться с тем, что кто-то постоянно кого-то обкрадывает. Мы должны этому помешать. Эти молодые люди настоящие, и мы все должны поддержать их, чтобы ситуация наконец сдвинулась с мертвой точки. Проблема-то в страхе, запугивании, коррупции, безразличии, некомпетентных людях, ужасных, злых людях, занимающих очень важные должности, людях, которые не хотят работать и не умеют выполнять свою работу. Я пришел сюда, чтобы власти увидели, сколько нас, сколько недовольных граждан, и что действительно пришло время объявить выборы, исправить все, что идет не так, и провести честные выборы. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в ходе визита в Китай встретился в Ханчжоу с секретарем партийного комитета провинции Чжэцзян Ванхао. Стороны обсудили сотрудничество и приняли участие в церемонии подписания 2 документов о взаимодействии. Визит проходит на фоне подготовки к 75-летию дипломатических отношений между Пакистаном и Китаем. В ближайшие дни Шариф также посетит Пекин, где запланированы его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Ли Цзином.
В Южной Калифорнии объявлена масштабная эвакуация из-за аварийного химического резервуара, который может либо разрушиться, либо взорваться. Инцидент произошел в городе Гарден-Гроув, недалеко от Лос-Анджелеса, на территории промышленного предприятия. По данным спасателей, внутри резервуара находится метилметакрилат, легковоспламеняющееся токсичное вещество, используемое в производстве пластика и в аэрокосмической промышленности. Сейчас резервуар охлаждают водой с помощью специальной техники, однако пожарные предупреждают, ситуацию больше невозможно полностью контролировать. Позволить этой конструкции просто разрушиться и взорваться для нас неприемлемо. Наша цель — найти решение и не допустить этого, не позволить нанести ущерб нашему сообществу и окружающей среде. Это недопустимо. Поэтому мы продолжим искать нестандартные решения и разрабатывать другие планы. Параллельно мы готовимся к сценарию, если резервуар все-таки выйдет из строя. Мы разрабатываем очень жесткие планы реагирования на пожар, медицинские чрезвычайные ситуации. Хотя, к счастью, они должны быть ограниченными, потому что люди выполнили наши указания и эвакуировались. Сейчас под угрозой остаются только наши пожарные, полицейские и химические специалисты, работающие на месте. И последнее, что мы сейчас делаем, готовимся к возможному разрушению резервуара и разливу химикатов. Мы попытаемся создать земляные барьеры и дамбы, чтобы направить жидкость в специальную удерживающую зону. Там есть площадка для разгрузки трейлеров. Если вы знакомы с устройством коммерческих объектов, она расположена ниже уровня основной территории. Мы ищем места, куда можно будет направить эту жидкость в случае утечки, чтобы не допустить ее попадания в ливневую канализацию, речные каналы и в конечном итоге в океан, что стало бы экологической катастрофой. Из-за угрозы выброса токсичных испарений десятки тысяч жителей получили приказ покинуть свои дома. В районе перекрыты дороги, работают экстренные службы, открыты эвакуационные центры. По словам пожарных, в настоящий момент утечки газа или токсичного облака не зафиксировано, однако эвакуация проводится превентивно, на случай резкого ухудшения ситуации. В Каракасе США провели учения по воздушной эвакуации на территории своего посольства с разрешения временного правительства страны. В операции участвовали 2 конвертоплана MV-22B «Осprey», а также корабли, которые вошли в территориальные воды Венесуэлы в Карибском море. За ходом учений наблюдал командующий Южным командованием США генерал Фрэнсис Донован, прибывший в Каракас со 2-м официальным визитом. В американском посольстве заявили, что учения связаны с подготовкой к эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций и являются частью плана по стабилизации Венесуэлы. Это первые американские военные учения в стране с января, когда войска США вошли в Каракас и в ходе операции задержали Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Тогда, по данным СМИ, погибли не менее 100 человек. Появление американских конвертопланов над городом вызвало неоднозначную реакцию среди жителей. Одни говорили о тревоге и неопределенности, другие — о надежде на стабилизацию ситуации в стране. Для нас непривычно видеть, как иностранное государство летает над городом, тем более Соединенные Штаты. А в нынешней ситуации, когда вокруг этой страны столько событий, это вызывает у нас чувство неопределенности и волнительное ожидание, что действительно произойдет, сколько самолетов будет летать, какие именно самолеты. Все это держит нас в напряжении. Я, как гражданин, просто открыт к тому, чтобы быть свидетелем происходящего. И в глубине души надеюсь, что, наконец, все начнет нормализоваться, чтобы мы могли жить спокойно и мирно. Сегодня это не стало чем-то травматичным. Скорее, ожиданием, которое возникло около 3 дней назад. Информация была не очень ясной, не очень точной. Но то, о чем говорили, сбывается, что прилетят какие-то вертолеты из-за границы, и мы действительно это видим. Одновременно в Каракасе прошли протесты сторонников чавизма. Участники акции обвинили США в нарушении суверенитета Венесуэлы и выступили против присутствия американских военных в стране. Мы категорически отвергаем присутствие вертолетов и американских военных учений на нашей земле. Мы — сторонники чавизма, активисты чавизма в наших сообществах и с возмущением наблюдаем очередное присутствие американских военных на нашей территории. Мы поднимаем здесь флаг суверенитета, флаг достоинства и независимой Родины. В Каннах завершился 79-й международный кинофестиваль. В последний вечер по красной дорожке прошли режиссеры, актеры и члены жюри, представлявшие главные фильмы этого года. Обладатель «Золотой пальмовой ветви», румынский режиссер Кристиан Мунджиу, появился вместе с актерами фильма «Фьорд», Ренате Рейнсве и Себастьяном Стэном. На церемонию также приехала Пенелопа Круз вместе с режиссерами фильма «Черный шар» Хавьером Кальво и Хавьером Амброси.
Они разделили награду за лучшую режиссуру с польским постановщиком Павлом Павликовским за фильм «Отечество». Победительницы в номинации «Лучшая актриса» Вирджиния Фира и Тао Акамото появились вместе с режиссером фильма внезапно Рюсуке Хамагути. Награду за лучшую мужскую роль получили бельгийские дебютанты Эммануэль Макьей и Валентен Кампань, сыгравшие в драме о Первой мировой войне «Трус». На дорожке их сопровождал режиссер картины Лукас Донт. Среди гостей церемонии были также французский режиссер Эммануэль Мар, получивший награду за сценарий фильма «Человек своего времени», и немецкий режиссер Валеска Гризебах, удостоенная приза жюри за картину «Приключения мечты». Финальную фотосессию перед объявлением главных наград провело жюри фестиваля во главе с южнокорейским режиссером Пак Чхан Уком. В его состав также вошли Деми Мур, Стеллан Скарсгард и Рут Нега. Ведущими церемонии закрытия стали Джина Дэвис, Зои Салдана и Тильда Суинтон. Фильм «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева получил гран-при 79-го Каннского кинофестиваля. Это вторая по значимости награда после «Золотой пальмовой ветви». Картина стала первым игровым фильмом Звягинцева о России времен войны против Украины. Получая награду со сцены в Каннах, режиссер обратился к Владимиру Путину с антивоенным заявлением. Есть один человек, к которому я бы хотел сегодня обратиться от своего собственного имени. Он не пользуется VPN, чтобы увидеть эту церемонию в прямом эфире. Уверен, гораздо более важные вопросы ему сейчас приходится решать. И я знаю, что в его окружении есть люди, знающие, как передать ему эти слова. Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном, чтобы, наконец, прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку, вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого. Спасибо всем. После холодного начала мая Париж неожиданно накрыла почти летняя жара. В субботу температура во французской столице поднялась до 30 градусов, а уже в ближайшие дни синоптики прогнозируют до 32. На фоне резкого потепления жители города и туристы массово вышли к фонтанам, каналам и набережным, пытаясь спастись от жары. Одним из самых популярных мест стал район Эйфелевой башни, где люди прятались в тени, пили воду и охлаждались у фонтанов. Эта жара идет тебе на пользу, она согревает сердце. Жара действительно идет на пользу. Жара в Париже очень сильная, посмотрите на меня сейчас. Очень жарко и станет еще жарче, так что нужно быть осторожнее. Штраф 40 евро, и это стоит этих 40 евро. Вот и все. Метеорологи предупреждают, жара в Париже и по всей Франции сохранится как минимум всю следующую неделю. Температура в большинстве регионов страны будет держаться около 30 градусов.